right. First, some words about GEFATEC itself. We are 4 years old now. We were founded in 2015. We are about 40 employees right now. And we are part of the BIG, Berlin Industrial Group. And last year in September, we announced that EMAG, a big German machine builder, is a new minority shareholder now of GEFATEC. Несколько слов о нашей компании. Нам всего 4 года. Как вы видите, компания основана в январе 2015 года. Мы являемся частью Berlin Industrial Group. В прошлом году было объявлено, что компания, крупная компания EMAG Group, название которое тоже видно на этом слайде, стала одним из ключевых акционеров нашей компании. Количество персонала, работающего в компании, пока невелико, 40 человек. Down here you will find some of our clients. It's kind of widespread target group that we are focusing. So we are focusing on job shoppers, aerospace industry, tool makers, institutes, all kind of different industries. В нижней части этого слайда представлены названия некоторых... Раз, перестало работать. Все заработало, извините. Представлены названия нескольких компаний, наших клиентов. Если вы посмотрите повнимательно этот список, то увидите, что он достаточно разнообразный по сферам деятельности этих компаний. И действительно, мы концентрируем наши усилия на довольно широкой группе клиентов. Так или иначе, это машиностроительные предприятия, предприятия аэрокосмической отрасли, предприятия, которые занимаются производством различных инструментов, институты и другие подобные компании. This is how it looks in Berlin. To give you an idea, this is our application center, and this is where we are going to start to work with the customers together within projects. So first we build sample parts for our potential customers, and that is done here in our application center. Мы можем, посмотрите, пожалуйста, на вот это помещение. Можно его уподобить шоу-руму. Это то место, где в Берлине мы начинаем работу с нашими клиентами, показываем то оборудование, которое мы производим. И именно отсюда начинается наше отношение производственное с будущими партнерами. Yeah, and here you see our two machine types. We have a small one and a big one, and you will see three small machine, 3 ARC 405 machine type, and 2 ARC 605 machine types. На этом слайде представлены два разных типа размера машин. С левой стороны, как вы видите, меньшие по производительности и, соответственно, по объему деталей, которые на них можно выработать машина. А с правой стороны детали для производства машины для производства более крупных изделий. All right, and now I will come to the technology itself. So you have seen the machine, and now we are talking about what is happening in this machine. Just to give you an idea, this is a landscape of metal additive manufacturing, and we are located here at the WARM process. So we are using the WARM process, and so that means it's a wire arc additive manufacturing technology. Сейчас я перехожу к технологии с тем, чтобы можно было понять, что происходит внутри этих машин. На этом слайде представлена как бы панорама тех технологий в формате аддитивных технологий, где используются металлы. Наша компания находится в крайней правой части этого слайда, если хотите. Мы используем технологию, которая по-английски называется WAM, то есть это электродуговая сварка, наварка, наплавка с использованием проволоки. But our technology is more than WAM process, so we call our technology 3DMP, 3D metal print, and it integrates the WAM process with the market-ready machine and market-ready CAM software. So the CAM software is in own development, and all those three components, the machine, the process, and the CAM software, that is what 3DMP stands for. It's a package, right? It's an industrial-ready
solution. Ну, я хотел бы отметить, что мы не только предлагаем саму технологию, которая известна, как только что было сказано, под аббревиатурой WAM, но мы по-другому назвали то, что мы предлагаем. Как видите, вот это фирменное наименование 3D MP, то есть Metal Printed, печать из металла. Что имеется здесь в виду? Мы предлагаем в пакете нашим клиентам, желающим, и технологию, и программное обеспечение, и само оборудование, которым используется эта технология. So as I already mentioned, we are using an arc as a power source, not a laser, because it's a mature process, arc welding. It's well known to our customers. It's easy to use. There's already a lot of knowledge about arc welding that we can use as a basis and develop it further to use it for additive manufacturing. На этом слайде видно, что мы используем технологию электродуговой сварки вместо лазера. Электродуговая сварка – это очень уже устоявшаяся, зрелая, известная в промышленности технология. Многие решения найдены в рамках этой технологии. И мы используем все те знания, весь тот опыт, который существует в этой отрасли, для того, чтобы внедрить их в аддитивные технологии и предложить более новый продукт нашим клиентам. And as a basis material, we are using wire, not powder, because it's also it's cheaper than powder. It's easier to handle. It's easier to store. We are using 100% of the wire, so there's no recycling needed as we have it for the powder technologies. And yeah, it's already a market there for this wire, so we are using standard welding wires for our process. Мы используем, в нашем процессе используется проволока, а не порошок. В этом подходе имеется целый ряд преимуществ. Во-первых, на 100% практически используется проволока в ходе процесса, в отличие, скажем, от порошка. Мы используем те металлы в виде проволоки, которые уже промышленно, коммерчески, вернее, предлагаются на рынке, и мы не покупаем какие-то специально изготовленные для нас исходные материалы. Now we're having a look at the process chain of our technology. It looks similar to all other additive manufacturing process chains. So we are starting with a CAD file with a step model of a part. We kind of simplify that, put that simplified model into our CAM software, where the slicing is done. So we are creating the tool paths in the CAM software and getting the NC code out of the CAM software. На этом слайде представлена технологическая последовательность изготовления деталей. В данном случае она не особенно отличается от технологий, которые используются в других видах аддитивных технологий, аддитивной печати. Мы используем средства компьютерного моделирования, делаем компьютерную модель будущей детали, потом она разбивается с помощью, опять же, программного обеспечения на слои и вырабатывается соответствующая компьютерная модель, которая потом используется для работы компьютера. Then we take that NC code and put it to the machine, and then we place the substrate plate into the machine and start the printing. And then the part is printed up layer by layer, and then we have the near net shape part coming out of the machine. After the printing, we are scanning the part because you can see that it's a quite rough surface, so a finishing is needed afterwards. That's why we have to print with an offset, and with the scan we are checking if the offset is alright, so if there's enough material to finish the part. Как дальше идет процесс? Полученный NC-код загружается в компьютер и начинается процесс наплавки металла. Для этого все начинается с некой платформы, плиты, на которой постепенно наплавляется металл. Как вы видите из фотографии в средней части этого слайда, поверхность изделия после того, как закончится вот эта вот трехмерная металлическая печать, неровная и требует дополнительного, вернее, финишного фрезерования. Для того, чтобы обеспечить соблюдение заданных по чертежу размеров, изделие, показанное в средней части
этого слайда несколько больше, чем искомое изделие. И на этом этапе происходит сканирование изготовленной крыльчатки и сравнение ее с чертежом. И определяются те припуски, которые необходимо потом сточить в результате фрезерования. И в конечном итоге происходит процесс фрезерования, показанный в правой части слайда. Now we will go through this process chain and illustrate it with this impeller here. So as I said, we are starting with the CAD model, the final part. We put an offset to this CAD model, as you can see here. So it's general 1 to 3 millimeters offset that we put onto the final part. На этом слайде в чуть более укрупненном виде показан процесс, о котором я говорила выше. И хочу вам сказать, что припуски технологические металла, которые потом стачиваются в ходе фрезерования, составляют, скажем, от 1 до 3 миллиметров в зависимости от того места, где они на детали находятся. And we put this offset model to our CAM software, and I think this explains it quite good that we are always separating the part into different geometries. So with this impeller, we start with the cone and slice the cone, because this is done. This will be printed 3-axis wise, and after that, we are having a look at the blades and slice the blades, because they will be printed 5-axis wise. And then we put those two paths together and get the NC code for this program, for this impeller. 3-axis or 5-axis? The cone is 3-axis. Cone. So cone. And the impeller itself is 5. Да. Я хочу обратить ваше внимание на то, что в начале, вот показано на этом слайде, конечно, вот разделение на слои деталей. Начинается весь процесс создания вот этого конуса, воронки, если вы хотите, в левой верхней части слайда показано. Это производится на машине, которая работает в 3 плоскостях. А затем, когда начинают наплавляться крыльчатки, применяется режим пятиосный режим работы этого станка. Okay, and now we will start the printing. Can you start? It's a video. It's a video? Yeah. Вроде бы видео. Можно запустить, если это видео. Если вы это можете запустить. А где видео? Where is the video? Okay. Да, вот начинается процесс печати. So this is, of course, this is not the reality speed. It's a little bit fast now. Yeah. Вы должны понимать, что это ускоренная промотка пленки. На самом деле не так быстро идет технологический процесс. Yeah. So this is first we start with the cone, 3-axis wise. The diameter of this impeller is 400 millimeters, and the height is 250. Я хочу дать вам представление размера этой детали. У основания конус сечение имеет 40 мм, диаметр 40 мм, а высотой 24 высотой, значит, получается готовое изделие 24-25 сантиметров. Еще раз нажмите видео, здесь тоже сработает. And now we are printing the blades onto the cone 5-axis simultaneously. And this is, we are capable of that thanks to our CAM software. Сейчас идет процесс наварки лопастей крыльчатки, и здесь уже используется пятиосное оборудование. Okay, and then we have this beautiful printed impeller. So the printing mass is around 20 kilograms of stainless steel, and we were printing that one in 7 hours. But we also have to measure the interpass temperature of the layers. So we are measuring it with the pyrometer. When it gets too hot, we have to stop, and we are cooling with pressured air. And this is why it took us all in all 12 hours to print this impeller, because we have to add the cooling times. На фотографии представлена деталь после завершения процесса металлической печати. Я хочу сказать, что вес вот этой, ну, можно сказать,
полуфабриката составляет около 20 килограмм, нержавеющая сталь. И чистое время, необходимое для изготовления ее, 7 часов. Но поскольку необходимо обеспечивать точное соблюдение температурного режима, что мы делаем с помощью пирометра, и снижать температуру путем подачи сжатого воздуха на эту деталь, если температура поднимается выше, чем нужно, то в целом на изготовление этой детали у нас уходит 12 часов. Okay, after the printing, we are scanning the part and see if the offset is alright. This is an example of an worn-out impeller. So it's you see those in this comparison actual to charter geometry. There are those red spots, and this is where material, where we need more material. So it's also an example for that you can repair worn-out parts. So you don't always have to start from the base plate. You can also repair existing parts and worn-out parts. So red spots stand for the place where material is not enough. Yes. So you can return it back to the process. Я хочу обратить ваше внимание на следующее обстоятельство. Третье, вот если слева считать картинка, представляет собой результат сравнения изготовленной путем металлической печати изделия крыльчатки в сравнении с той, какой должна быть по чертежам. И разные цвета, естественно, имеют разное значение. Так вот, те точечки на ребрах, на пластинах, которые красным цветом обозначены, указывают на те места, где недостаточно металла против чертежа. Что делается в дальнейшем? Эта деталь возвращается обратно на станок и наваривается недостающее количество металла. Этот пример показывает, что если у вас, скажем, имеется крыльчатка, и она работала энное количество часов, и произошло срабатывание, износ этой детали, то нет необходимости пускать ее в переплавку и заказывать новую. Можно качественно починить эту деталь и восстановить ее до необходимых параметров, размеров. Okay, and after we checked if the offset is alright, we give that to partners and the part will be milled and finished. And then, so this is a half-finished impeller just for На предыдущем demonstration. слайде был показан процесс фрезерования, и так вот выглядит уже готовое изделие, когда все работы в отношении этого изделия были проведены. All right, so this was our process chain. Now this shows quite good what we want. To which technologies we have a competition. So we don't compete with those powder-based technologies. Totally other applications, totally other parts that they can do. We want to fight against this conventional manufacturing, so we can shorten this whole process that are needed in advance of producing the part, and we can shorten that process with our 3DMP technology. Сейчас я хочу произвести сравнение для вас нашей технологии с технологией, с конкурирующим с нашей технологией. Я хочу с самого начала сказать, что мы не конкурируем с технологией изготовления трехмерных изделий путем аддитивных технологий из порошка. Это совершенно другая область. Эти люди занимаются не тем, чем занимаемся мы, и делают другие детали. Мы конкурируем с традиционной, классической технологией изготовления деталей. И вот на этом слайде сейчас я буду говорить, показаны те преимущества, которые предлагаются нашей технологией. What are those benefits? You did not list the benefits. Get back. Oh, okay. So, benefits is that you don't need so many tools. You don't have to store a lot of material. You just store your wire and then print whatever shape you want. And you don't waste so much material, which is critical for really expensive materials like titanium. Я хочу особенно обратить ваше внимание на то, что одним из главных преимуществ нашей технологии является большая экономия материала исходного. Очень мало металла уходит в стружку по сравнению с классической технологией. Практически вся проволока уходит в изделие. Меньше нужно складских помещений, меньше использовать различных инструментов
при изготовлении изделия. То есть целый ряд есть вещей, которые обеспечивают более эффективное производство и снижение себестоимости. Okay, and this is our machine. This is our big 5-axis machine, the ARC 605. So it's tall and tilt table, and the Cartesian system. We are using Siemens control, though that's well known for most of the customers. And yeah, kind of looks like a milling machine, but with the welding torch instead of a... На этом слайде представлена наша крупноразмерная машина для производства таких трехмерных изделий из металлической проволоки. Ну, как вы видите, на средней части там вот поворотный стол, а с правой стороны представлен интерфейс ЧПУ. Мы используем ЧПУ производства Siemens, которые и изделия этой фирмы очень хорошо себя зарекомендовали в промышленности, надежные, поэтому мы используем их. The build-up volume for this machine is 800 liters, so the diameter of the table is 900 millimeters. And we have this machine as well in a 3-axis version, and there you can print part up to 3,000 liters. What is the volume? Once again, volume. 800 liters. 800 liters. Максимальный объем деталей, который можно изготовить на этом станке, 800 литров. Диаметр поворотного стола 90 миллиметров. And those are our small machines, so that's more for beginners, I would say, and for institutes and research. And yeah, the machine concept is the same, it's just a smaller build-up volume. Что касается машины, которая была на предыдущем слайде, то она выпускается как в трехосном, так и пятиосном варианте. Теперь на этом слайде показаны оборудование меньшее по размеру, которое предназначено, ну, конечно, я шучу, для начинающих, а так, большей частью, для научных институтов, для исследовательских лабораторий. Okay, now we are coming to the applications that we can build with our technology. So we have 3 main advantages when you're using our technology. The first one is that you're saving money, so you are not wasting so much material, you don't waste so much milling tools. The second advantage is that you're maybe not cheaper, but you're faster, so you're more flexible and you can shorten your lead time. Сейчас я перечислю те 3 основных преимущества, которые дает наша технология. Вы экономите деньги на следующем: на материале и на инструментах. Меньше используется того и другого. Второй аспект. Возможно, себестоимость производства одной детали может показаться и более высокой, но зато здесь имеются другие преимущества. And the third advantage would be that you can integrate new functionalities into your parts. So you can mix materials, or you can integrate cooling channels into your parts, and yeah, just create geometries that you can't create with conventional manufacturing. Третьим очень важным преимуществом является большая свобода действий для конструкторов. Вы можете разрабатывать модели для производства очень сложной конфигурации, очень сложной геометрии. Вы можете предусматривать наличие в них каналов для охлаждения. Вы можете предусматривать использование совместно различных материалов, что придаст конечному изделию новые свойства. Это недоступно при применении классической технологии. Okay, now we'll go through some examples. So this is an example for the cost-saving advantage. So conventionally, you are milling this bearing block out of this huge block of raw material. So you have 80% chips. When you compare it to the printing, you print the near-net shape part. Of course, you have to mill it afterwards, but it's only 28% chips. And so you save around 50% of production cost for this part. На этом слайде приведено сравнение изготовления одной и той же детали, одного и того же изделия с применением классической и аддитивной технологий. Как вы видите, вначале показано некий слиток металла, который с помощью фрезерования превращается вот в это изделие. И в ходе фрезерования в стружку уходит до 80% металла из исходной заготовки,
А при печати трехмерной тоже необходимо фрезерование, как мы все понимаем, но лишь 28% стачивается металла, и таким образом вот выделено красным и зеленым. Общая стоимость деталей в конечном итоге получается 4500 евро, а здесь 2000 евро. Okay, this is an example for stainless steel. The more expensive the material gets, the more sense it makes to print the part, for example, for titanium. So titanium is a really expensive material. This bracket is normally also made out of a block. And yeah, when you see that only 2 kilograms are left from the 14 kilograms, yeah, that hurts really much. На предыдущем слайде был показан пример экономического расчета с использованием нержавеющей стали в качестве исходного материала. Но, как вы понимаете, чем более дорогой материал используется для изготовления деталей, тем выгоднее становится использование технологии трехмерной печати. Возьмем, например, титан. Титан – дорогой материал. И вот в первом случае показано изготовление деталей из болванки, которая весит исходно 14,5 килограммов, а деталь результирующая всего весит 2 килограмма. Соответственно, в случае трехмерной печати совершенно другие параметры расхода материала. And with this example, it's also quite nice to show that we are always trying to integrate the base plate that we are printing on into the geometry of the final part. So we only print those structures. We don't print the plate. It doesn't make sense to print that. So you connect them. We are welding on it? Welding. Yeah, so we are welding on the plate, but the base plate is a part of the final part. It's also made of titanium. Yes. Я хочу обратить внимание на то, что на нижних фотографиях показан пример удачного сочетания плиты основания и детали. Мы в ходе работы на станке не печатаем плиту. Она вот пришла в таком прямоугольном виде, таком пришла. Она, конечно, приваривается с помощью машины к основанию и тоже сделана из титана. Но вот достаточно легко и быстро можно прийти к желательным размерам и конфигурации в конце этого процесса. Those parts are examples when we have a look at parts that are normally casted. So this gearbox is normally casted, and this one here is a blade from a turbine from a tidal power station. So those parts are normally casted, but when you only need a small batch, so only 20 parts, it doesn't make sense to first get the casting form and then cast the material. So here, when you just need small batches, it makes sense to print, then cast the parts. На этом слайде показаны примеры и сравнение, собственно говоря. Это технология, о которой мы говорим, с технологией литья. Вот с левой стороны коробка передач, а с правой стороны лопасть турбины, используемой в приливной гидроэлектростанции. Обычно эти детали, такого рода детали, отливаются. Но если по каким-то причинам необходимо изготовить малую серию, ну скажем, до 20 изделий, то оказывается более экономичным применить трехмерную печать. Yeah, just to give an idea about the dimensions, so this blade is 1 meter high and it's hollow. So you save material, you save weight, and you can increase the efficiency of the turbine. But when it is cast, it is not hollow. Что касается вот этой лопасти, то я дополнительно хочу сказать, что высота ее около 1 метра, с тем, чтобы вы могли себе представить размер, и она внутри полая, то есть в результате трехмерной получилась деталь полая, тем самым вы экономите на материале, а когда вы производите ее путем отливки, она, естественно, сплошная. Those parts are examples, to show you that you can enlarge your freedom of design, so you can create geometries that can't be created with the conventional manufacturing methods. На этой фотографии показаны примеры изделий, в которых конструктор, дизайнер не был связан по рукам определенными технологическими ограничениями и смог создать такие формы, которые необходимо было для целей. С использованием конвенциональных, традиционных технологий достичь этого было бы весьма затруднительно.
As a third advantage of our technology, I mentioned that you can mix materials. So you can mix, for example, or you can coat a stainless steel with a copper base, or you can mix different steels. So this is quite interesting for the tool making industry. В качестве третьего преимущества использования технологий я упомянула возможность сочетания, совмещения различных материалов, конечно, для изготовления деталей. В данном случае вы видите с левой стороны сочетание меди и стали, то есть медное покрытие поверх стального нанесено, нержавеющей стали. На средней фотографии показано сочетание разных сортов стали. На этой фотографии то же самое. Такого рода решения могут быть очень выгодными, интересными для предприятий, занимающихся изготовлением различных инструментов для машиностроительной промышленности. Also quite interesting for tool makers is that you can integrate cooling channels into your part. We can't do round cooling channels, as you can see in figure 1. But the geometry of our cooling channels are looking like in figure 2 and 3, so like more triangle, rectangle. That is possible, and for tool makers it's quite nice because they're saying, okay, the surface within the cooling channel is quite rough, so the surface is bigger and the cooling gets better. So that's another advantage. На этом слайде показаны примеры создания каналов охлаждения внутри готового изделия. Опять же, это оказывается очень привлекательным аспектом для предприятий, занимающихся производством инструментов. И внутри эти каналы, как вы видите, имеют неровную поверхность, шероховатую, что с точки зрения производителей этих инструментов является дополнительным и преимуществом, потому что увеличивает площадь охлаждения. And now we're coming to the material that you can process with our technology. So this is a rough overview. So you can print all kinds of steel, stainless steel, tool work steel, nickel-based alloys like Inconel, titanium, as already mentioned, and a couple of aluminum alloys. But that's not all of the materials. So as I said, we can use every welding wire which is available on the market, of course with the sufficient quality, but you don't need an extra welding wire for our technology, it's a standard. На этом слайде перечислены сорта материалов, металлов, которые можно использовать с нашей технологией. С левой стороны показаны разные сорта стали, мягкая сталь, твердая сталь, нержавеющая сталь. В середине различные сплавы, базирующиеся на основе никеля. Справа вверху, соответственно, указаны сплавы на основе титана и меди и различные варианты алюминия. Но перечисленные здесь марки металлов не являются исчерпывающим списком. Практически любой металл, который можно варить и который доступен коммерчески на рынке в виде проволоки, может использоваться в нашей технологии. Okay, and this is it. Just to sum up, so our 3DMP technology is for big metal parts, as you can see. The parts, of course, has to be finished afterwards, but you're really fast and flexible to print whatever shape you like and to get a really fast way, a near net shape part. And you don't need so much tools anymore, you don't waste so much material anymore, and you are more flexible in the design of parts and can generate more complex parts. And this is it. Ну, я уже, в общем-то, подошла к завершению своей презентации. Тогда еще раз повторю то, что с нашей точки зрения является очень выигрышными аспектами технологии. Вы экономите на материале, вы экономите на инструментах, многие из которых не нужно использовать при работе на нашем оборудовании. Ваши конструкторы, ваши дизайнеры приобретают очень большую свободу действий. Они могут создавать детали, разрабатывать очень сложные конфигурации, те, которые могут быть невозможны с точки зрения производства с использованием классической технологии. All right, then thank you for your attention. And I also brought some parts from Germany. They're over there.
the right size. You can have a look at it. I brought the titanium bracket, and yeah, if you have any questions, I'm here. Спасибо большое за ваше внимание. Я хочу обратить ваше внимание на то, что вот за этой стеночкой находится место, где выставлены некоторые из деталей, которые я привезла с собой из Германии, для того, чтобы вы могли ознакомиться. В частности, они сделаны из титана. Пожалуйста, когда завершится наше мероприятие, сходите и посмотрите. И, конечно же, я с удовольствием отвечу на вопросы, если у вас такие вопросы есть. Так, ну вопрос такой. Вот всем известно, что сварной шов является дефектом металла. А тут, получается, структура всей детали, это структура сварного шва. Как тут обстоит дело с физико-механическими свойствами? Именно этот вопрос задал я ей перед началом мероприятия. The same question. Yeah, of course, you're right. And the weakest point there is so that it's like the intersection between the two materials, and we don't have that here. So we have one part out of a weld, and it's a matter of parameter setting and parameter qualification. Process parameters. And process parameters, yeah. Да, вы совершенно правы. В сварном изделии самая слабая часть, самое слабое звено – это сварной шов. Но в данном случае отсутствует сварной шов как таковой, потому что когда вы свариваете детали, у вас детали из одного материала, а шов фактически получается из другого материала. В деталях, которые производятся по технологии, один только материал используется. И соблюдение, как я рассказывал в ходе своего выступления, правильных технологических, температурных в данном случае параметров производства обеспечивает финальную гомогенность и прочность этого изделия. Yeah, so concerning the material properties, we are between milled parts and forged parts. So the mechanical properties are better than from casted parts, the same as milled parts, and a little bit weaker, I would say, than forged parts. Естественно, что все эти изделия проходили соответствующие лабораторные исследования. Мне приятно сообщить вам, что с точки зрения прочностных характеристик изделия, изготовленные по этой технологии, находятся на одном уровне с изделиями, изготовленными методом фрезерования. Они лучше, чем прочностные характеристики изделий, изготовленных путем литья, и немножко хуже прочностные характеристики изделий, изготовленных методом ковки. Мы ответили на ваш вопрос? Еще, пожалуйста, вопросы, коллеги. Меня интересует диаметр проволоки, например, нержавеющей стали. What is the standard diameter of the wire made of stainless steel, for example, which is used in the Our process? standard diameter is 1.0 to 1.2 millimeters. We can go up to 1.6 millimeters. Диаметр обычно используется от 1 мм до 1,2 мм. Либо в соответствующих случаях можно до 1,5 мм поднять диаметр или до 1,6 мм. Еще вопрос, пожалуйста. Да, подскажите, пожалуйста, как защита от кислорода, это что? Это наполнено все аргоном или зонтики используются какие-нибудь? Особенности? Do you use any gas, neutral gas like argon, to protect the welding part, the welding place from oxidation? Yeah, so when we are speaking about titanium, of course, oxidation is the problem. For titanium applications, we build a box around the table and flood that box with argon gas and build the part within this shielding box. Stainless steel? But for stainless steel, aluminum, Aluminum, Inconel, it's not necessary, just for titanium. Да, вы совершенно правильно указали на эту особенность. Должна сказать, что при изготовлении этим методом деталей из стальной, нержавеющей стали, там, скажем, из алюминия или меди, нет необходимости создавать защитную атмосферу. А когда происходит изготовление деталей из титановой проволоки, да, мы создаем некий герметичную коробку, закрытый объем вокруг этого, значит, стола, где происходит эта наварка, и туда запускаем аргон, как вы совершенно справедливо предположили. Еще вопрос, пожалуйста.
Hello, Rebecca. I'm Arseny, Bauman's Moscow State Technical postgrad student. So my question is about your software. Do you use your own, I don't know, research and development lab for your software when we're talking about the structural changes in the materials, or you use some ANSYS-based or Simula-based scripts to produce what actual material you will get after the heat treatment cycles? Мой вопрос состоит в том, какого рода программное обеспечение используется для расчета структурных изменений в материале. So I don't know if I get the question right. It's about simulation software or? Okay. Yes, that is something we are working on, but that is really, really complex. We don't have that integrated yet into our software. So yeah, it's more experience-based how we are working right now. But of course, this experience goes into our development for simulation. So it's really, really complex. It's totally dependent on the material, on the geometry. So yeah, we are working on that, but it's not market ready yet, I would say. Yeah, but all those things are in-house. They're not marketable now. They're not offered commercially. No. Да, естественно, что мы работаем в нашем научно-исследовательском центре над моделированием поведения материала в применении технологии. Пока еще нету окончательных решений, и эта технология компьютерная еще не встроена в тот программный пакет, о котором я говорила. Все зависит от материала, который используется. Короче говоря, пока мы работаем над этим внутри своей компании и коммерчески не предлагаем еще эти решения для внешних покупателей.